Спонсор показа – системы видеонаблюдения Айсон. Население 235 тысяч человек. 84-й город России. 26 километров от границы с Украиной. 1000 километров от Москвы. Здесь теплый климат, зимы преимущественно с плюсовой температурой и засушливое лето. Десятилетиями здесь добывали уголь. В советское время этот город даже был центром угольной промышленности Восточного Донбасса. Сейчас большинство шахт уже закрыто в связи с нерентабельностью добычи этой горной породы. Но не об угольных заслугах или теплом климате этот фильм. В 1978 году сюда приехал один человек, которого вы хорошо знаете. Он прожил здесь 12 лет и прославил эти края не только на всю округу, но и на весь мир. Американцы снимут о нем не один фильм ужасов, писатели со всего мира напишут не одну книгу в жанре триллер, а большинство жителей города, вспоминая этого человека, скажет вам, что не хотят или не могут о нем говорить. Это город Шахты, Ростовская область. Здесь убивал Андрей Чикатило. Этот человек недостоин того, чтобы о нем говорили в этом фильме. Он недостоин, чтобы о нем говорили где-либо вообще. Но в этой истории были еще люди, из ошибок которых смогло такое чудовищное зверство происходить на протяжении более чем 10 лет. Чикатило не могли поймать 12 лет. По официальным данным он убил 52 человека, по неофициальным данным гораздо больше. Слово «убил» плохо подходит под описание того, что он делал с людьми. Больше подходят слова «разрывал» и «истязал», унося с собой части тел. Он переехал сюда в 1978 году и устроился на работу в этот лицей преподавателем. Но за несколько лет до этого он уже был уволен из одной из школ за домогательство 2 учениц. Уволили его с формулировкой «по собственному желанию». Это первая ошибка человека. Почему не написали заявление в полицию и не довели дело до статьи? Неважно, сколько бы он получил. Везде, в любой стране, любая полиция при совершении преступлений на сексуальной почве первыми проверяет тех, кто имеют статьи за аналогичные преступления. И как вообще стало возможно, что человек, уволенный за домогательство, смог вновь устроиться на работу преподавателем? Позже он покупает вот этот дом и 22 декабря 1978 года убивает в нем свою первую жертву, девочку 9 лет. Тело девочки он выбрасывает вот в этом месте в реку Грушевку в 100 метрах от дома. На следующий день тело найдут в нескольких десятках метров отсюда.
Небывало дерзкое убийство несовершеннолетней всколыхнуло общественность, и Чикатило должен был быть первым в списке подозреваемых, так как он был собственником дома, который находился в 100 метрах от места, где было найдено тело. А если бы у него уже была статья за домогательство, то вся эта история закончилась бы расстрелом выродка, и более 50 человек остались бы жить. Но здесь начинается дьявольское, ничем не объяснимое везение самого страшного маньяка 20 века. В доме по соседству жил Александр Кравченко, ранее судимый по аналогичной статье за изнасилование и убийство несовершеннолетней. Его арестовали, долго пытали, заставили сознаться и расстреляли. Лишь спустя более чем 10 лет после ареста Чикатило приговор Кравченко был отменен. Это вторая ошибка человека, а точнее всей системы. Сверху было спущено указание, чтобы народ не бунтовал, преступление должно быть раскрыто быстро. Позже в материалах дела также всплывет информация о том, что помимо пыток, заставивших Кравченко сознаться, в его дом были подброшены вещи убитой, и дополнительно все скрепили показаниями жены, которую заставили сказать то, что нужно следствию. Узнав об осуждении Кравченко к смертной казни, Чикатило начал убивать людей одного за другим. Почти на всех телах выколоты глаза, ножевые ранения, изнасилования. На некоторых телах, как у девочек, так и у мальчиков, отсутствуют половые органы, груди, соски, вспороты животы. Мотив всех преступлений один – получение оргазма. На одном из тел криминалисты берут на анализ остатки спермы и устанавливают 4-ю группу крови маньяка. Это 3-я, самая страшная ошибка человека, из-за которой умрут более 20 человек. Группа крови была не 4-й, а 2-й. Из-за этой ошибки Чикатило не раз будет уходить из-под следствия, так как пазл у оперативников сходиться не будет. Дьявольское везение зверя преследует его во всем. Он не оставляет ни свидетелей, ни прямых улик. Он мог, сидя на теле, расчленять его, а в 5 метрах за кустами ходили люди. Сотни милиционеров и дружинников патрулировали поезда, вокзалы, станции, но все тщетно. Параллельно задерживали тысячи других преступников, а также десятки дураков-подражателей, которые пытались взять всю вину на себя. Но зверские убийства продолжались. В городе царила паника, найдено более 30 тел. У оперативников возникает вполне естественный вопрос, как в такой ситуации выродку удается отыскать себе новых жертв? Все просто, он не был похож на маньяка. Одет в пальто, серый костюм, портфель, скромный галстук, шляпа и очки. Знакомился в основном на остановках и вокзалах. Подходил к людям и заводил непринужденные разговоры из серии «Когда придет 18-й автобус?», а здесь есть короткая дорога до другой трассы, пойдемте покажу. Детей заманивал в лесополосу сладким или предлагал пойти к нему посмотреть мультики. Внушал доверие, разговаривал тихо и спокойно. Все жертвы шли за ним добровольно. Это 4-я ошибка человека – пойти с незнакомым мужчиной в лес. Всем этим людям эта ошибка стоила жизни. Большинство тел было найдено в лесополосе по маршруту следования электрички Ростов-Новочеркасск. Помимо шахт, Чикатило также убивал в соседних городах. Новочеркасск. Население 167 тысяч. Один из крупнейших промышленных центров Ростовской области. Здесь производят магистрально-грузовые электровозы. На заводе работает почти 10 тысяч человек. Одним из них когда-то был Чикатило. 17 августа 1990 года здесь найдут труп парня. На теле насчитают более 40 ножевых ранений. Как позже установят эксперты, парня кастрировали, когда он был еще жив.
Город Ростов-на-Дону. Сумасшедший город для таких же, как я, любителей корабельной тематики. На вокзалах Ростова Чикатило знакомится с людьми и приводит их сюда, в парк авиаторов. Здесь он зверски убил по меньшей мере 8 человек. В 1984 году, к тому моменту, когда уже было найдено более 30 тел, Чикатило второй раз попадает в поле зрения оперативников. На одном из вокзалов Ростова на него обращают внимание ищущие маньяка оперативники, как на не очень адекватного пассажира. Он слоняется по вокзалу бесцельно и пристает к разным людям, в основном маргинального вида, с целью познакомиться. За ним начали следить и следили весь день. Он приставал к людям в парке, на остановках и явно не хотел уходить, пока с кем-нибудь не познакомиться. Его задержали, при себе у него был нож, вазелин и веревка. Он полностью подходил под описание маньяка, которого к тому моменту искали несколько тысяч человек. Но его отпустили, так как не было прямых улик и группа крови не совпадала. Его отпустили и, как написано на бумаге, установили наблюдение. Но это только на бумаге, потому что с того дня он убьет еще 20 человек. Это пятая ошибка человека. Сделать что-то на бумаге, а на деле проявить халатность. Халатность, из-за которой погибнут люди. Из-за того, что Чикатило отпустили после 3-месячного задержания, он настолько почувствовал свою безнаказанность, что стал искать себе жертв прямо в центре города. Поймали его только тогда, когда из Москвы приехал чиновник и сказал, что в России нет других дел, кроме поимки сатаны. Поиски убийцы были настолько масштабными, что вошли в книги по криминалистике. Тысячи милиционеров, лучших следователей прокуратуры и сотрудников КГБ искали его. По сути, людей расставили через каждые 500 метров в местах, где он мог появиться. И ловушка сработала. Вот на этой железнодорожной станции лесхоз. Один из оперативников подошел к вышедшему из леса гражданину, попросил предъявить документы. Ему показалось странным, что человек, не похожий на грибника, ходит по лесу. Позже оперативник напишет об этом рапорт. На следующий день в 100 метрах от этой станции найдут 2 изувеченных тела. И тогда главному оперативнику по поиску маньяка передадут рапорт, в котором прозвучит слово, ставшее для нас с вами синонимом ужаса – Чикатило. Его признания начались с того, что он показал тело одной из жертв, которое оперативники до сих пор не могли найти. Вот на этом городском кладбище города Шахты он закопал тело Алексея Хоботова. Мать Алексея почти год ходила по ростовским станциям и электричкам, показывая всем фото Алексея, в надежде, что хоть кто-нибудь его видел. Один раз она показала в электричке фотографию самому Чикатило. На следствии она узнала его по характерному жесту, которым он поправлял свои очки. На суде он будет пытаться жаловаться на тяжелое детство, рассказывать, что он советский гражданин, симулировать душевную болезнь, писать апелляции президенту, но все тщетно. Его убили в этой тюрьме 11 февраля 1994 года выстрелом в голову. Люди из этой истории совершили ряд чудовищных ошибок, из-за которых погибли десятки ни в чем не повинных людей. Каждый год в России гибнут десятки, иногда сотни тысяч людей из-за чьих-то ошибок.
Ошибки следователей, ошибки в медицине, ошибки в проектировании или банально ошибки за рулем. Каждый человек, сам того не ведая, хотя бы раз в жизни бывает в ситуации, когда из-за его ошибки могут погибнуть люди. Пожалуйста, будьте внимательны и осторожны, где бы вы ни были и чем бы ни занимались. За 2019 год в России умерло 1 миллион 828 тысяч человек, а родилось 1 600 000. За прошлый год нас с вами стало меньше на 224 тысячи. Это население такого города, как Шахты. Берегите себя и своих близких, чтобы таких фильмов было меньше.